Это NAS сервер. TerraMaster F4 424 Max версия. Вы так скажете, визуально ничем не отличается от того, что ты обозревал раньше. Простой 424. Я вам мало того скажу. Есть простой F4 424, есть 424 Pro, а это 424 Max. Если в простом был процессор Intel N95, там были гигабитные порты, то, ну, в принципе, были тоже поддержка M2 NVMe дисков, но было 4 таких же вот B для дисков, то он был достаточно слабенький. Потом они выпустили Pro серию на Core i3, там уже были 2,5 гигабитные порты, вот такие вот LAN, да, то есть все было красиво и хорошо, но Pro серии кому-то не хватило. И тогда уже TerraMaster разошелся и сделал нечто необыкновенное. Они сделали на Core i5 10 ядер, 12 потоков. У нас здесь 8 гигабайт базовой памяти, которую можно расширить, 2 10-гигабитных порта, 2 посадочных места под M2 NVMe диски, при этом PCI Express Gen 4 X4, вернее, знаете, как PCI Express 4.0 X4, вот так вот. Все это очень классно упаковали, и плюс это все на новой операционной системе TOS 6. Ребят, нереальная штука. Будем сегодня обозревать на канале Технозон. Поехали, распакуем, посмотрим, сколько стоит. И, конечно же, посмотрим, что там у нас с операционной системой. Переходим. Ну, вот такой вот. 4B гибрид NAS. Гибридный это F4 424 Max конкретно. А больше у нас здесь ничего нет, что самое интересное, да? Да все хотел увидеть. Все внутри, а внутри у нас тарам. Давай сразу смотрим. Блок питания, пожалуйста, сколько? 120 ватт. 120 ватт, хорошо. Вот такая штука. Винтики крепления, само собой, и даже патчкорд положили. Умнички, что я могу сказать. Набор документов, такое письмо из Хогвартса. Скоро сова заберет всех нас в Хогвартс учиться магии. А магия основная у нас заключается в том, что здесь. Раз, два. Перевернутый на стол. Вот такой вот он. Классный, компактный. Смотрите. 4B, которые сразу можем подоставать. Смотрите. 4. Для того, чтобы закрепить жесткие диски, не надо ничего практически. Вы только берете, вставляете сюда. Сейчас мы посмотрим, с какой стороной. Вот так вот вставили. Вот так вот. И вот так вот с лазочками. Раз и закрепили. Все. И просто вот так вот взяли и вставили. И так все 4. Но это же все мелочи жизни. Смотрим здесь. 2 Type-A, USB 3.0, ну, скорее всего, 3.1. Есть у нас вот такой вот USB Type-C на 10 Gbps. А, кстати, это тоже Gbps 3.2. 2 10-гигабитных порта, на секундочку. И разъемчик питания. Так, для того, чтобы нам вскрыть, нам нужна отверточка. И отверточка вот так вот по щелчку пальцев так. Оба, видели, какой переход у меня? Нифига себе, сказал бы я. Короче, вскрываем боковую панельку. Почему? Потому что у нас этот NAS гибридный. И там у нас есть вот так вот это все дело. У TerraMaster, кстати, классно сделано. Вот это что, смотрите. И у нас есть возможность установить 2 M2 NVMe 4.0 X4. Кстати, PCI Express 4.0 X4 это быстрые PCI Express. Еще и память у нас стоит. Видите, DDR5 8 гигабайт SODIMM. И мы можем поставить еще больше. Кстати, у нас есть где-то планочки, да, там какие-то валяются. Видели? А таких сколько тоже будет? Да, 2 посадочных места. То есть нам достаточно просто-напросто взять, так вот, открутить вот этот винтик. Вот таких вот у нас есть 2. Ну, я их использую, вы можете их использовать как кэш, можете добавлять в пул. TerraMaster этим и известен тем, что нам не надо никакие приколы с сертификацией по типу Synology. Все. Ой, смотрите, пальцами откручивается. И вставляем второй.
Кстати, я бы память сразу бы добавил. Бы. И смотрите, так вот мы сейчас... И плашечка памяти DDR5. Я вам скажу сразу, можно было бы сейчас добавить сюда, но я рекомендую использовать две одинаковых. То есть я могу сейчас влепить сюда еще одну восьмерку и посмотреть, как это делать. Давайте в качестве эксперимента вообще влупим, а? Да, это оленя в качестве эксперимента все хочется сюда влупашивать, да. Но мы должны с вами подбирать либо по таймингам память, по таймингам и по частоте одинаковую мы подобрали по таймингам и частоте, либо память должна быть одинаковая, две плашки. Однозначно. Все, ребят, сейчас переходим с вами, уже все это собираем и тестируем. Начать мы можем, конечно, с рассмотрения TOS 6, но мы начнем с того, сколько он стоит, где можно купить и что конкретно заявился производитель. F4 424 Max. Их целая линейка, как мы поняли, F4 424, на которой мы делали обзор. Есть прошечка и вот у нас есть максималочка. Смотрите. 10 ядер, 12 потоков, 8 гигов в базе можно до 64 расширить. Мы, кстати, поставили эту планочку для эксперимента и 16 гигов поднялось, вообще не вопрос. 80, у нас знаете, как они написали? Вот, давайте я приближу. 80 исполнительных ядер, да, на GPU, ну там юнитов, 80 исполнительных юнитов. 2 10-гиговочки, M2 интерфейс и 21 дБ всего лишь шум. Тут они нам показывают про редактирование видео онлайн, про управление. Тут они нам показывают управление TOS 6 с компьютера, гибридный HDD плюс SSD, 20 гигабайт, высокая скорость. Кстати, он поддерживает 802.3 AD для агрегации каналов. Ну куда уже 20 гигабит, ну это просто жесть. Intel Core i5 1235U. До 4,4 ГГц в турбо. У него графика Intel Iris Xe. Кстати, неплохо. И пошло-поехало. 4B. На 220% они увеличили производительность от предыдущих моделей F4. На 160% программной загрузки программ. Файловая индексация на 90%. Короче, очень много чего нарисовали. Но не об этом у нас вопрос. Нам интересно посмотреть. Мощные мультимедийные сервисы, конечно же, есть. Поддержка T-Rate и T-Rate Plus. Ну и TOS 6, новая операционная система, прямо из коробочки. Виртуализация Windows 11, 10, 8, XP, Windows Server 2016, CentOS, Arc, Linux Server 2008, Debian, Fedora, Docker, Chrome OS. Короче, они тут кучу всяких совместимостей. Еще и TerraSync поддерживает. Кстати, инструмент TerraSync очень классный. На ком прям есть, ставится приложение, но об этом тоже все попозже. Слушайте, ну много чего понаписывали. Я думаю, нам нужно посмотреть сейчас спецификация, а потом уже переходите смотреть на сам TOS. В 64 бита поддерживает декодирование видео, энкодирование HDC64, HDC65, VC1 до 4К, то есть 60 Гц, то есть на лету может это все делать. Поддерживает SATA 3.5 HDD, 2.5 SSD. Максимально у нас можно поставить 4 диска по 22 терабайта. Нифига себе, 88 терабайт у нас вот такая вот штукенция будет. BTFRS поддерживает практически все файловые системы, тут даже не будем ломать голову. Ну и, как я говорил, Type-A, Type-C до 10 гигабит. А ну-ка, стоп, меня интересует, знаете что, какие рейды поддерживают. А теперь смотрим, поддерживает T-Rate, T-Rate Plus, Single, GBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 и RAID 10. Ну, файловые протоколы здесь все абсолютно стандартные, с клиентами различными CIFS, SMB, NFS, FTP, SFTP. Слушайте, чего тут только нет, это просто жесть. Давайте посмотрим на TOS 6. Красиво сменили мопса на представителя семейства кошачьих. Вверху панель у нас, видите, приложений. Сбоку у нас мониторинг ресурсов, такой себе простенький. У нас есть мониторинг трафика, сетевой ввод-вывод. Есть у нас том 1. Это тот, что создан. Томов может быть несколько, и мы видим температуры. Проц сейчас 45 градусов, само устройство 29, жесткий диск 41 и обороты кулера. Так, смотрим дальше. Видите, мы можем его развернуть. Это все на обзор. У нас здесь есть система уведомлений и есть справка.
Первое, во что бросается в глаза, это вот кнопка «Пуск», где есть какие-то приложения, которые у нас установлены, к которым мы вернемся. Есть файловый менеджер, есть, конечно же, вот такая вот штука со всеми приложениями. Есть у нас настройки, магазин приложений, докер, на котором, я вам сразу говорю, в мультимедийных, ну, у меня сейчас подтянут OpenSpeed Test, но в мультимедиа вы можете, например, установить там TorServe, да, там поставить. Это я имею в виду Matrix и тому подобное. Пожалуйста, можем ставить, будет TorServe и будет вам... Я не буду ставить, я вам сразу говорю. Это очень плохая затея для YouTube видео. Поэтому к докеру вернемся позже. Докер есть у нас однозначно работающий. Есть настройки и есть у нас служба поддержки. Начну я с самого элементарного. Speed-тест. Объясню. Дело в том, что сейчас у меня подключено 2,5 гигабит. К сожалению, нет у меня сейчас 10 гигабитного роутера. Подключен, вот он рядышком стоит. И вот мы с вами имеем 2,5 гигабит на 2,5. То есть, ну, по сути, да, мы с вами понимаем, что очень быстрые интерфейсы. И сам по себе докер, это вот почему я про докер сказал, вернемся позже, потому что докер достаточно производительный. Например, у меня стоит роутер Xiaomi BE7000, 2,5 гигабитный. Это, кстати, у меня сейчас на Wi-Fi. Это у меня Wi-Fi 7 роутер. Давайте включим LAN, потому что сейчас будете кричать, что что-то не так. Сейчас я вам покажу, что 2,5 на 2,5. Я вам объясню. Стоит у меня 2,5 гигабитный роутер, и там стоит докер, там есть поддержка докера. Так вот, докер там не хватает, например, Cortex A73 4 ядра, вернее, он так реализован, что не хватает мощности даже протестировать на выгрузку именно Wi-Fi 7 на выгрузку 2,5 гигабита, он будет брать 1,5. А здесь у нас 2,5 на 2,5, то есть докер максимально мощный, смотрите, то есть 2,5 на 2,5, он спокойно держит сеть. То есть вот я сейчас включился через LAN, пожалуйста, будет 10, будет 10. Я в этом просто уверен, потому что я уже не раз использовал эти сервера для поднятия таких вещей. То есть у меня сейчас, видите, у меня установлен OpenSpeed Test на Docker менеджере. Для тех, кто знает, что такое докер, я не буду дальше рассказывать, потому что, ну, смысл простому обывателю про докер чего-то слушать, если он даже не понимает, о чем это и для чего. Дальше. У меня в TOS 6, если идти в настройки, нет, давайте с приложений начнем. Настройки последние пойдем. Если пойдем во все приложения, у меня установлен сейчас минимальный набор, но хочется обратить внимание на некоторые вещи. Это VPN-сервер, веб-сервер, Transmission — это торрент-качалка, Surveillance Manager — это организация, на секундочку, вот вдумайтесь только, вы на этом NAS сервере можете организовать систему видеонаблюдения. У нас стоит TerraPhotos, ну, Docker Manager, терминал TerraSync. Теперь по порядку. У нас есть магазин приложений. И все приложения, которые предлагаются для TOS 6 сейчас, это TPC Backupper, Apache Tomcat, технология Java. У нас можно поставить Arию 2, это простая утилита загрузки, которая работает из командной строки. Централизованный бэкап, ClamAV, Cloud Sync, Deduplication Manager, который работает с дублями файлов. Например, Docker Engine, потом, давайте опять, Duple Backup, HSK DDNS, Jumia, Log Center, само собой, MyBB, Mantis BT. Короче, это такие средства разработки. А вот теперь доходим. Мы видим мультимедиа сервер. Можем его сразу установить. Объясню. Мультимедиа сервер служит нам для организации службы DLNA, для просмотра контента, для индексации медиафайлов, для просмотра контента через смарт-телевизоры, смарт-ТВ-боксы, через различные стриминговые моменты внутри локальной сети. Мы можем его сразу открыть, увидеть, что у нас включен мультимедийный сервер. Он управляется не здесь, то есть мы можем... Подождите. Давайте его включим конкретно. Давайте применим. В самих настройках у нас есть возможность транскодирования 4К изображений на лету. Это очень немаловажный аспект. Это то, о чем они заявляются изначально, потому что это не AMD, а Intel. Вот у нас в режиме совместимости мы можем перекодирование видео в 4К включать, перекодирование в реальном времени включать. И, конечно же, все это сделано с поддержкой перекодирования аудио для флагов, алаков, GG, аифов и тому подобное. Но для того, чтобы он работал, нам, конечно же, нужна индексация файлов, медиа-индекса. Это элементарный процесс, который есть в наших настройках. Вот он, индекс файлов, где вы видите, что у меня индексируется здесь фото, видео. Видите, то есть вы задаете папку, он индексирует и включается медиасервер. И как это все происходит, мы сейчас еще увидим на телевизоре. Дальше у нас есть с вами
во всех приложениях, кроме мультимедиа сервера. Ну там, я не говорю там MyBB, MySQL, Net2FTP, PHP, это все средства разработки. Snapshot, TFM Backup — это бэкаперы. Давайте Surveillance Manager. Surveillance Manager — это классная тема, которая позволяет при подключении различных IP-видеокамер делать средства наблюдения. Он будет хранить, может бэкапить, вы можете просматривать трансляцию в режиме реального времени. То есть этот сервер может быть не просто NAS сервером, но и конкретно системой видеонаблюдения. Для того, чтобы нам добавить камеру, мы можем использовать камеры с интерфейсами OnVIF и RTSP. И, пожалуйста, вы задаете имя, задаете саму камеру, ее IP-адрес, порт, пользователь, пароль, и можете за ней наблюдать. Вам просто достаточно вбить вот IP-адрес 168. Вбиваете порт, и она будет работать. К сожалению, у меня IP-камер нет, но тут уж такое дело. Каждому свое. Дальше у нас есть TNAS for PC. Кстати, вот TNAS мы можем увидеть, у меня есть приложение, и, кстати, это очень классная тема. У меня был еще F8 SSD+, сейчас использую именно вот этот вот TNAS. Заходим на него, вам нужно будет ввести пользователя и пароля. И вы можете управлять вашим NAS прямо с компьютера. При этом это больше у нас, знаете, как сервер T-Sync. Вы можете работать именно конкретно здесь с бэкапом со своего компьютера. Вы можете создавать задачи синхронизации на ваш сервер, допустим, двухнаправленная синхронизация по типу Google диска, либо односторонняя загрузка, односторонняя выгрузка. Также у нас есть задачи резервного копирования TerraNAS. Очень удобная штука. Ну и базовое, конечно же, мониторирование. То есть вы можете открывать прямо из вашего приложения, допустим, тот же самый диспетчер файлов, но это все можно делать и в стандартном приложении, то есть в стандартном интерфейсе, который предлагает нам сам по себе TerraMaster. Да, еще ж у нас есть с вами, ребята, веб-сервер. То есть если мы с вами пойдем в веб-сервер, то у нас можем задать корневой каталог. Если вы установили в общих приложениях PHP 8, то можем включить еще PHP 8 поддержку. Сейчас у меня PHP 7.4 стоит, и, например, у меня стоит вот такой вот тестовый темплейт, который я запустил, который сейчас у меня, скажем так, хостится. И мы с вами спокойно можем здесь хостить даже какой-то бизнес-сайт, корпоративный небольшой сайт, даже небольшой интернет-магазин спокойно, либо форум, либо блог, учитывая его мощность, поставили памяти 64, и плюс у нас 10-гигабитные порты, спокойно он вытянет. Плюс хочется отметить вот это вот Terra Photos, это очень классное приложение по типу Google Фото, но оно абсолютно бесплатное для владельцев, с поддержкой искусственного интеллекта. То есть у меня сейчас здесь есть какие-то фото, я загрузил специально для теста, и получается у нас здесь есть и поддержка видео, пожалуйста, те видео, которые у меня там есть, да, плюс у меня есть поддержка альбомов, я могу там создавать какие-то альбомы, я тут создал вот тестовый альбом, добавлять в них различные фотографии, видео там к тому же, вот давайте подтвердим. Плюс управление папками. И вот самое прикольное, это у нас люди, там где есть через искусственный интеллект управление различными людьми. Например, вот моя жена там где-то отдыхает, либо тут выбрать я в какой-то другой прическе, он там отберет там какие-то по своим каким-то принципам. То есть в это нужно погружаться. Вот еще, пожалуйста, фотографии моей жены, тут спокойненько оно все это делает. Также у нас есть сортирование по местам. Если у вас включен геотегинг, то это будет очень прикольно, потому что вы можете по геотегу сортировать также само свои фотографии. Это очень удобная тема, и TerraPhoto с искусственным интеллектом мне действительно нравится. Есть, конечно же, TerraSync и TerraSync клиент, опять то же самое примерно, что и TNAS. USB копии, классное приложение, которое позволяет нам создавать задачи по копированию на USB. Кстати, Леночка, дай нам, пожалуйста, SSD-шник, можешь его сразу подрубать к, допустим, тому же самому Type-C порту, пожалуйста, подключай. Либо к Type-A, не столь суть важно. Так, мы воткнули наш USB, пожалуйста, копировать с TNAS на USB, копировать с USB накопителя и задаем источник резервного копирования, например, там папку Технозон, подтверждаем и будем ее копировать. Сейчас мы найдем наш USB накопитель, вот он, USB Share SDE. Выбираем подтвердить и создаем, допустим, какое-то задание по копированию. Само собой, я копировать сейчас не буду. Это очень удобно. Это очень удобная тема. Пожалуйста, вот USB-шечку он поддерживает, все отлично. Теперь по USB копированию, понятно, VPN сервер.
Поддержка огромного количества VPN протоколов, VPN туннелей, PPTP, L2TP, IPsec, OpenVPN. Вот, пожалуйста, вся у нас настроечка есть. Именно подъем VPN серверов PPTP, подъем сервера OpenVPN, L2TP, IPsec. И при этом можете вы подключаться точно так же к различным серверам, делать туннелирование. Просто топовая штука. Docker Manager мы уже обсуждали. Через Docker Manager можете поднимать образы различных виртуальных машин. Также у нас есть Elfinder, Elephant Drive, Emby сервер мультимедийный, iSky Z Management, iTunes сервер для Apple любителей. Поднимать свой iTunes сервер можете. Java виртуальные машины, MariaDB, PHP BB, Plex Media сервер мультимедийка. Мы сейчас к нему вернемся уже конкретно по мультимедийным возможностям. Плюс у нас есть торрент качалочка. Пожалуйста, у нас здесь кое-что даже качается на текущий момент, но мы это просто показываем вам информационно. Не советуем никому ничего запрещенного качать. Конечно же, есть TerraSearch для поиска необходимой информации, если у вас очень много файлов, VirtualBox и WordPress. То есть вы можете разворачивать что-то на WordPress. Теперь у нас есть сторонние приложения. Это Community со сторонними приложениями. И здесь уже там можно развернуться нифига себе. Например, для TOS 6 существует уже достаточно много приложений. Пожалуйста, смотрите, у нас есть различные FTP сервера, у нас есть Sonar. Сейчас хотел вам показать одну штуку. Даже подняли из того, что у нас тут есть Logitech Media Server, QBitTorrent, Armada, Jacket есть. Кстати, те, кто пользуется лампой, знают, поднять свой Jacket можно очень даже запросто. И есть у нас, знаете что, AdGuard Home, Python 38. Короче, очень много разных средств разработки. Еще и AdGuard Home можно убирать рекламу веб своих приложений, ну, грубо говоря, в браузинге. Можете поднять свой AdGuard Home сервер. Сам по себе диспетчер файлов достаточно интересный. Можно работать с недавними. Есть сейф, скажем так, для шифрования различных файлов. Есть у нас документы, работа с документами, управление самими дисками. Все выглядит предельно понятно, как в принципе в любой операционной системе. Но если добраться... слушайте, давайте мультимедийку посмотрим. Давайте мультимедийку вам сейчас покажу. То есть мультимедиа сервер, Plex Media сервер и, допустим, те же самые другие моменты. Перейдем сейчас с вами на телевизор. Смотрите, ребят, это наш ТВ-бокс. Это может быть смарт-телевизор на WebOS. WebOS вообще его понимает классно. Это может быть любой ТВ-бокс. Но я могу здесь работать с матриксом, а могу, например, работать с плексом. Могу работать с простым DLNA, потому что у него есть DLNA сервер. И давайте начнем. Вот откроем Vimeo. Зайдем в сеть. Мы увидим здесь TNAS — это обыкновенный мультимедиа сервер, и есть Plex Media сервер, именно DLNA. Отдельно Plex тоже рассмотрим. Смотрите, я могу зайти на TNAS, посмотреть все видео. Давайте все видео и добавим закладку. Давайте проиндексируем, конечно же. Идем в All Video, и здесь у нас есть фильмы. Само собой, все это можно смотреть с самого сервера. Вот этот фильм, кстати, у нас не просто на сервере, он еще у нас на подключенном USB. Я сделал такую кашу, то есть я сделал и на SSD-шник, и на USB. Я тестировал его и в хвост, и в гриву. И он проигрывает абсолютно все форматы, Пожалуйста, фильм 4К пошел без вопросов. Я выхожу, потому что правообладатели будут ругаться. Теперь, это то, что касаемо DLNA. DLNA у нас есть. У нас есть отдельно Plex сервер. Если вы хотите с Plex поиграться, пожалуйста. Plex. Вот, у нас есть. Что такое Plex? Знаете, с каталогизацией. Когда заходишь, у тебя показывает эту, господи, картинку. У нас есть актерский состав, треки, фильмография. Давайте зайдем. Да, даже музыка можно отдельно, да. Фильмография. Смотрите, заходим на актера, можем посмотреть фильмографию, найти все, закачать все, что вам надо через трансмиссион сделать, там сами подсуетились, все отлично. Даже я использовал новый медиаплеер, видите, то есть новый медиаплеер, который каталогизирует, например, с Plex. Вот, пожалуйста, я захожу, это тоже, это на DLNA, он нашел это на DLNA,
посмотрел, информация о фильме, режиссеры, вся фигня, короче. Классная тема, вообще классная тема. При том, что у нас же там ваш ТВ-бокс может еще и подключиться к NAS-серверу, вернее, не к NAS-серверу, через протоколы SMB и NFS. Если у вас есть Югус, то, допустим, в настройках, смотри, ну это, конечно, к Югусу относится, то у нас здесь есть NFS-клиент и CIFS-клиент. И вы можете подключиться к NAS-серверу, у вас будет NAS-сервер в виде диска прямо на вашем ТВ-боксе. Теперь смотрите, мы можем зайти в какой-нибудь файл Explorer, добавить сеть, нажать поиск. Смотрим, поиск LAN серверов. И он сейчас найдет наш NAS-сервер. Вы тоже можете получать с ТВ-бокса доступ к NAS-серверу. Вот, пожалуйста, TNAS. Видите? Это наш TNAS. Вы должны зайти, просто-напросто ввести ваше имя пользователя и пароль, и все у вас будет отлично. То есть вообще не вопрос. Давайте вернемся уже за сам сервер. Посмотрели? Прикольно? Прикольно. А теперь по самим настройкам, как управляется у нас этот сам по себе NAS-сервер. В настройке достаточно обширные. У нас есть уровни доступа, где вы можете создавать, допустим, пользователей. При этом вы можете управлять группами пользователей, создавать при этом каждому из действий, которые делаются в NAS, вы можете назначать либо группы пользователей, либо отдельного пользователя. То есть здесь многоуровневая система доступа. Есть общие папки, смотрите, которые мы можем с вами просто добавлять, делать их общими, которые будут видны в сетевом окружении при нахождении NAS. Потому что у нас же есть SM, ну короче, мы сейчас еще вернемся к этому делу. Возможность работы с доменами, есть у нас поддержка клиента LDAP с управлением пользователей домена и группами домена. Папки с удаленными доступами. Вы можете подключать сюда папки NFS с другого сервера, либо папки SMB с другого сервера, либо облачные диски. У меня на текущий момент подключен Google Диск и OneDrive. Сюда можно подключить Box, OneDrive, Dropbox, Google Drive, pCloud, Яндекс, Amazon, Alibaba, Backblaze, OpenDrive Mega, WebDAV. И все это работает. То есть я это все реально проверяю. Сейчас покажу. Смотрите, если пойдем в браузер. Вот, это у меня OneDrive, вот это моя папка OneDrive, которая находится черт знает где. И точно так же у меня работает папка, ну она пустая, на Google диске я ее подключил, туда буду сохранять. Давайте свернем это все дело, вернемся к настроечкам. Также у нас есть управление приложениями, сетевые службы, где мы видим, что можно получить доступ к TOS через браузер. Это просто стандартные наши адреса внутри сетевые. Интерфейсы, один подключен, один отключен. Интерфейс у нас, видите, поддерживает и 2,5 гигабита, и 100, и 10 гигабит в том числе. То есть 10 гигабит здесь есть. Отлично. У нас есть возможность работы с Wi-Fi, но для этого нужен USB-адаптер. И здесь как и конкретно перечисленные RTL 8812AU, либо 8812BU. Можем управлять VPN-подключениями, подключаться через PPTP, OpenVPN, либо L2TP. Ну и есть, конечно же, прокси-подключение через прокси-сервера. Файловые службы. Samba протокол. Чтобы вы понимали, смотрите, я сейчас вот элементарно, я там еще одну штуку не показал. Сейчас вам покажу веб-сервер, да, как работает. У нас через Samba протокол подключен, пожалуйста, диск. Мы должны проверить его быстродействие. Мы сейчас это сделаем. Мы туда закопируем какой-то большой файл. И туда, и обратно, кстати. На 800 метров, думаю, будет нормально. Копируем. Скорость 259 мегабайт в секунду. И туда, и сейчас обратно копируем. Заменить 259 на 259, на 260 даже. 260 мегабайт в секунду, это мы по сути ограничены скоростью нашей сети. Сейчас он копирует через SMB протокол 2 гигабита. 2 гигабита в секунду, это очень хорошие показатели, то есть реально мы просто уперлись в скорость сетевого соединения. Есть поддержка FTP и SFTP. Конечно же, вы можете включить файловую службу NFS очень быстро. И, например, на том же самом, я вам уже показывал, на том же самом Югус TV-боксе вы можете через NFS подключиться. Сервер AirSync и WebDAV еще поддерживается. Поддержка терминалов ASNPTP, службы обнаружения.
Это, кстати, позволяет нам обнаруживать вот это вот устройство TNAS на устройствах UPnP в одной локальной сети. Давайте его применим. Индекс медиафайлов, который мы уже с вами видим. Сейчас подождем чуть-чуть. Также есть удаленный доступ через сервер TNAS Online, либо через DDNS. По жестким дискам. Как работают у нас жесткие диски? Пожалуйста, у нас 4 жестких диска, 3 жестких диска. Один я, кстати, в последний момент переставил 128 гиговый тестовый. Это все тестовые диски. Тестовый SSD-шник 2.5. И 2 128 гиговых M2 NVMe, из которых можно сделать гиперкэш. То есть у нас сейчас есть гиперкэш в режиме баланса, я вам сейчас буду объяснять. И при этом я их подключил SSD 2.5 в гиперкэш включил и SSD M2 NVMe. Это очень удобно. Также у нас есть возможность создания пула носителей. Вот мы можем сейчас нажать создать. У нас остался один NVMe диск, который я до сих пор не использовал. И здесь мы можем уже увидеть, вот мы его выбираем, и мы можем увидеть, что мы можем для одного диска сделать. T-RAID либо single диск. Для других остальных я вам уже показывал. Вот у меня сейчас пул носителей есть. Он в RAID 0 поддерживает все типы, я вам уже называл, чего он поддерживает. И, конечно же, можете создать том. У меня сейчас том на 1 терабайт я напилил в RAID 0 на файловой системе BTRFS. Также можем подключать виртуальные диски iSCSI, но давайте так, по гиперкэшу. Если мы говорим про то, что мы будем кэшировать с вами какие-то действия, сейчас мы удалим этот гиперкэш, прямо вот в режиме реального времени с вами играемся. Смотрите, мы можем создать для каждого из томов свой гиперкэш. Чем больше у вас SSD дисков, например, 2.5, либо вот этих вот NVMe, тем больше томов вы сможете закэшировать. Мы можем один диск кидать, и тогда он будет работать в режиме RAID single disk, что не очень безопасно, потому что кэш дублируется. Либо 2 диска накидать. Давайте далее подтвердим, что да, все на них удалится, какая жалость, все остальное. И есть у нас 2 режима. Режим чтения записи, режим баланса. Режим баланса — это самый скажем так, безопасный режим. Он обеспечивает ускорение предварительно загруженного кэша чтения, и данные будут записываться в кэш SSD и на жесткий диск одновременно. То есть скорость будет чуть-чуть снижена, но в случае сбоя питания вы не потеряете данные. И потом, когда включится, он закончит эти все действия. А если вы выберете режим чтения записи, это будет самый быстрый способ, но он недостаточно безопасен. Его рекомендуется включать только если ваш NAS-сервер работает на источнике бесперебойного питания. Ну давайте создадим все-таки закэшируем. Зачем же нам? Кстати, в кэш мы можем включать либо RAID 1, либо RAID 0. RAID 0 тоже, опять же, не очень безопасный способ. То есть у вас кэша будет больше, а безопасности меньше. RAID 1 у нас будет зеркалировать 2 диска, но при этом у нас еще будет режим баланса. Это самый безопасный способ включать гиперкэш на вот таких вот дисках. В отличие от Synology, здесь вам не нужно выдумывать что-то, придумывать с какими-то сертифицированными SSD-дисками. Здесь он берет все. Вы можете его добавить в пул. Вы можете использовать SSD-диски как пул носителей. Пожалуйста, мы можем, вот видите, создать пул носителей на 1 NVMe диск. Пожалуйста, он будет у нас в сингл диске, как одиночный диск. Подтвердили, все, у нас создается пул носителей. Вот он, пул носителей, он его сейчас создаст за некоторое время. Вот, но чтобы им создавать, чтобы им пользоваться начать, вы должны создать том в этом пуле хранения. То есть это такое себе, знаете, вот... Кстати, у нас есть поддержка файловой системы Hyperlock Worm. Очень классная тема. Она записывается многократно и может использоваться для хранения конфиденциальных данных. При этом внутренние диски у нас могут быть внутренние тома либо BTRFS, либо X4. Давайте этот сделаем в X4. Создадим второй пул носителей с томом, вернее, том 2 на пуле носителей 2. Вот, пожалуйста, создался у нас еще том 2. И все прекрасно. На 1 терабайтик в пуле носителей 2. Вот. Видите, у меня есть такой, который работает в сингл диске. Блин, ну круто же, ребят. Это все очень-очень круто сделано. Теперь регион и язык. К сожалению, из языков для меня украинского нет. Есть английский, французский, там немецкий, есть русский, турецкий. Очень жду, когда начнут добавлять еще украинский язык, потому что очень много, ну я сам украинец, из Украины, очень много людей из Украины хотели бы иметь украинский язык. Оборудование питания. Мы можем управлять с вами вентилятором, то есть кулером. Он очень-очень тихий. Если выставлять, допустим, высокую скорость,
Хотя это зачем? Если он практически не греется, я понимаю, что там в каких-то моментах он может там прогреваться, ну сейчас высокая скорость, мне интересно, это сколько у нас оборотов будет? 1599. А зачем я его так включил? Короче, я не знаю. Надо включить автоматический режим, потому что он прекрасно справляется. Теперь по питанию. Есть Wake on LAN, само собой, обязательно. Запланированные задания и, конечно же, управление источником бесперебойного питания. То есть, если у вас есть совместимый источник бесперебойного питания, он с ним будет работать. Также у нас есть дела по расписанию. О каких делах идет речь? Это активные запланированные задачи, очистка корзины, включить, отключить приложение или службы, либо можно настроить кастомное, допустим, под каким-то именем. Давайте чего-то там сделаем. Включить уведомления. Мы не будем их включать. И должны ввести командный сценарий. Но это для очень таких вот продвинутых пользователей. Управление уведомлениями, безопасность. Само собой здесь есть у нас и брендмауэры, различные сертификаты, учетными записями. Режим изоляции и безопасности. И само управление системой, где мы можем обновлять, сбрасывать конфигурации системы, сохранять их и сброс для заводских настроек. Есть информация о системе о собой. Тут уже мы видим с вами, видите, есть центральный процессор, загрузка 1.3, использование памяти 12%. Ну, здесь просто информационная система того мониторинга за вашим NAS сервером и мониторинг ресурсов, кстати, есть. Даже с разбивкой по данным, по процессору, по средней нагрузке и тому подобное. Управление службами, процессами, активными пользователями, кстати, процессы вот они все появились, портами, то есть мы все это можем мониторить. И есть системный журнал. Слушайте, в принципе, все очень круто, классно сделано, больше мне вам здесь показывать нечего. Кстати, схема топологии резервного компирования, да, у нас там есть различные там snapshot, дубль бэкап и TerraSync. Здесь вот показано, да, то есть у нас централизованный бэкап идет с физического сервера, винды, файлового сервера, виртуальная машина на какие-то, на локальное хранилище, на другое NAS устройство, либо на удаленный NAS, либо в облако, то есть это можно хранить и сохранять везде, то есть вплоть даже до USB там какого-то диска, все это сохраняется. Очень удобно, очень классно, классный NAS, я готов пройти и прорезюмировать данное, скажем так, действие. Ну что, ребят, ну блин, ну классная штука, ну рекомендую, конечно же. Я вам честно скажу, то есть наличие докера, наличие, допустим, этих мультимедийных возможностей, которые мы вам показали, он подходит для малого бизнеса, для, допустим, чего? Для домашнего использования даже, для небольшого офиса, да даже, я вам скажу, среднестатистического предприятия. А есть еще два порта 10-гигабитных, можно и на внутреннюю сетку, можно даже хостить на нем сайты какие-то, он достаточно мощный. Слушайте, классная тема. Я рекомендую, ссылка в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.